Интернет-магазин Smart Hata в Украине прислал мне камеру для видеообзора. Интересный вариант. Ссылку я на Smart Hata оставляю. В Украине заходишь, заказываешь камеры уличные, различные. Видеонаблюдение, элементы умного дома, ТВ-боксы. Все, что ты видишь на просторах AliExpress, многое ты можешь найти уже в Украине в Smart Hata. С гарантией можешь заказать несколько дней, и оно у тебя дома. Вот такая вот камера также у них есть, ссылку я оставляю. И это же будет также продаваться, уже проверю, покажу тебе, как она работает, сразу ее и заберешь. Кому интересно, на Алиэкспрессе также они есть, ссылку я оставляю, заходишь по моей ссылке, кликаешь, и также с Алиэкспресса все приходит. Вот такой вот вариант. Многим интересно было, чтобы в одной камере по максимуму было глаз. По сути, это 3 камеры в одной. Ну, как пишут, маркетинговый ход, сами продавцы на Алиэкспресс, типа это 5 камер в одной. Раз камера, 2 камера и 3 камера. Статические верхние имеют по одному объективу. Нижняя камера имеет 3 объектива. И это говорит о том, что нижняя камера имеет возможность гибридного цифрового зумирования. Приближение объекта плавным переключением между объективами. Много таких я вам камер уже показывал. В основном это было 2 объектива в одной. Такой я еще не видел, не тестировал. Установлен здесь объектив, получается, как у них заявлено на странице товара. Потому что просто когда заходишь на разные магазины, которые торгуют вот такими вот камерами, по сути они все с одного склада, просто их закупили продавцы разных магазинов на Алиэкспресс. Ну и продают, и каждый там свое описание. Где нашел, то и вставляет. Кто-то пишет, камера 20 мегапиксельная. То есть они берут 4 мегапикселя, 4, 4, 4 и 4. Вот это все прибавляют, и у них получается 20 мегапикселей. 10К камера. В реальности это камера, у которой установлены 4-мегапиксельные матрицы, и ты получаешь 3 картинки в одной. Но нужно рассчитывать, что это будет, там вариант, кажется, есть заказать с 2-мегапиксельными матрицами, она немного дешевле будет. 2 мегапикселя, 2, 2, 2 и 2. Или же 4, 4, 4, 4, 4. Лучше брать с 4-мегапиксельными. А здесь вот переключение между объективами идет. Объектив установлен 4 мм. Когда ты больше приближаешь, уже 16 на 16 миллиметровый переключается. И еще больше приближаешь, плавное переключение идет на 25 миллиметровый объектив. 3 ночных режима. То есть все эти моменты, есть аналитика по людям, может следить камера за людьми. Дальше посмотрим. Мигалка, все по стандарту, Wi-Fi подключение по кабелю возможно, кнопка сброса к заводским установкам, вдруг пароль забыл или что-то тебе не нравится, переустановить полностью устройство по-новому, как только пришло к тебе. Питание 12 вольт, кронштейн идет двухсторонний также, то есть вопросов здесь нету. Пропускаешь кабель по одному, 1RJ45 помещается, и потом все остальные разъемы пропускаешь. Винты фиксации также есть в комплекте, идут. Пропустил, и как тебе надо, его фиксируешь или на стену, вот так вот задвигаешь по салазкам. Пластик надежный, нормальный, морозы переживает. Полностью камера для уличного использования, все закрыто. Здесь отверстий насверлили они. Раньше было без отверстий, вот это вот карман такой. Сейчас отверстий насверлили. Ну, будет там собираться снежок, наверное, такой будет противовес. И здесь вот фиксируешь. Раз, это под стеновое крепление. Или же выводишь назад, как-то плотно, и делаешь потолочное. Также фиксация винтами. Поворачивается кронштейн, меняется угол поворота камеры. Отпускаешь эти винты и проворачиваешь. Да, проворачивается. Вон там фиксируется. Вот эта вот часть его. Кабель не задействован, кабель зафиксирован, а просто вращается именно вот эта вот часть. И фиксируешь также от проворота. То есть эти камеры ты можешь перенаправить.
Ну а эту камеру ты управляешь сам. 355 по кругу она не вращается. Карты памяти также поддерживать до 128 гигабайт. И у продавца заказываешь сразу там карту памяти. Или если же своя есть выше 10 класса, не меньше 10 класса скорости, там на ней стоит отметка в кружочке 10. Устанавливаешь. Установлю на 64, какую брать. Ну, по 128, наверное, по максималке, если нужно по максимуму. Если нет, то среднюю бери, там, наверное, дней 8-12 будет сохраняться до защелкивания. Глубоко здесь оно сидит. Также облако можно активировать. Платишь за облако, за хранилище. Чисто хранится на карте памяти и дублируется на облаке. Надо хранить, платишь, не надо хранить, не платишь. То есть никто там тебе счета какие-то за долги, за что-то еще выставлять не будет. Просто за месяц заплатил, хранится месяц, потом за следующий месяц не оплатил, видео не хранится. Никто тебя не обязует там на год заплатить что-то. Инструкция есть, стандартное приложение IPC 360 Home. Многие уже поставили, многие пользуются. Отзывы у людей вроде бы таких негативных не встречал. Муфта на RJ45 загерметизировать разъем. Элементы крепления также можно использовать. Винты фиксирующие показал. Блок питания 12 вольт, который можно питать эту камеру. Если хочешь по POE ее подключить, также возможно адаптер докупить и по POE 48 вольт подключить. По работе с видеорегистраторами. Данная камера имеет OnVIF протокол совместимости оборудования разных производителей. Со своим XMI-евским видеорегистратором не выводит он. То есть камеру он находит в домашней сети. IP-адрес ее, все. Но картинки нету. А вот пишет продавец, что с Dahua и с Hikvision-овскими видеорегистраторами, на сайте на AliExpress я зашел, информацию искал, то пишет, что работает с Hikvision и с Dahua. А так, просто она как самостоятельное устройство может хранить в себе информацию, ты можешь заходить, перенастраивать. То есть это мини-система видеонаблюдения из 3 камер состоящая. Подключение простейшее. Приложение на телефон IPC 360 Home уже установил. И подключаешь камеру. Придерживаешь ее при первом включении. В розетку 220. Индикация светит. На блоке питания щелкают куча ИК-фильтров. Здесь будет 5 щелчков. Есть какой-то там светодиод. Кстати, вот эта часть камеры металлическая, где крепятся матрицы, там процессоры, все, что греется, крепится на металлической части. То есть, ну, как бы здесь продумано. Хоть и камера и бюджетная, но... О, быстро это все. Сейчас они, смотрю, наладили. IPC 360 Home, желтое такое. Зарегистрируешься, если первый раз. Будут у тебя камеры, будут они на списке устройств. Плюс или добавить устройство. О, сразу сканируйте. На наклейке сканирую QR-код. Индикатор световое устройство мигает красным. Не вижу, возможно, где-то и мигает. Если нет, то пишут сброс сделай. Давайте отметим, посмотрим. Подключиться. Да. Подключается посредством Wi-Fi, наверное, напрямую со смартфоном и обменивается информацией по роутеру, паролю доступа. Да, добавляешь ты роутер какой хочешь, к которому хочешь привязать. Так как я уже привязывал, у меня подтянулся пароль доступа к Wi-Fi роутера. 2.4 поддерживает, 5 Гц не поддерживает Wi-Fi. Поэтому если у тебя роутер не 2.4, то смотришь, конечно. Все, пошло подключение, то есть никаких не надо показывать там QR-коды, направлять на камеру. Все, по идее, работает в несколько кликов. Справится даже человек, который ни разу этим не занимался. Много женщин уже сами берут, ставят камеры. Тут мне пишут в сообщении в группе в Телеграме, в чате пишут женщины, что, блин, я сама все сделала. Люди вникают и сами этим занимаются. Дождитесь, все на открытом воздухе ставишь. Дом, пожилые люди, что хочешь, можешь имя прописать. Я выберу домашние питомцы. Это типа использование дом. Можно несколько моментов. И потом прописываешь имя камере, пруд.
из готовых выберу заканчивать. Автокалибровка. Ну, можно сделать, можно потом сделать. Зачем эта калибровка? Кликом по камере, по верхней, по этой и по этой, ты можешь перенаправлять нижнюю, если правильно откалиброваны камеры будут. Все, камера настроена. Без калибровки также все будет работать. Просто 3 картинки, сразу звук пошел. Так, где же у нас звук? Вот, выключить звук. Ну, с приложения картинки просто классные, насыщенные, четкие. Под приложение подогнано под смартфон. Именно со смартфона вести видеонаблюдение, наверное, наидеальнейший вариант. 3 камеры в одной. Получается, что, да, вот, кликаешь по картинке и значок мишени. Это 2 боковые. Видно, что широкоугольные объективы там установлены. Короче, по объективам правдивой информации навряд ли найдете. Ну, может, какой-то магазин вам там что-то и правду какую-то расскажет. Потому что вот верхние камеры статические, широкий угол. В перекрытии стоят, потому что вот нижняя, столб слева есть. Даже немного рыбьего глаза, это ничего страшного, для видеонаблюдения камеры это отлично даже. Верхняя камера посередине, которая столб справа, вот он, то есть перекрытие есть. А самая верхняя камера это поворотная. Видно, что здесь объектив изначально стоит, ну, наверное, все-таки 4 или 6 миллиметров. Не, наверное, все-таки 6, 16 и 25, потому что предметы намного ближе, чем в верхних камерах. Но это также хорошо, но просто хотелось бы знать информацию правдивую об этом. Повороты. Вот ты можешь зайти так поворачивать. Ну, классно, адекватно. То есть можно вот отпускаешь и останавливается. Отпускаешь и останавливается. Нету каких-то перекрутов. Вот этой подстройкой не будешь заниматься. Отлично, плавно все это работает. Повернул, посмотрел, осмотрелся. Оставил там, где нужно. Там камера оттуда писать тебе и будет. По зуму. Что здесь у нас? А, даже вот скорость есть, регулируется. Сейчас стоит медленный, средина и быстрый. Ну давайте, раз такое дело уже. И попробуем. Быстрый. Ого! Не, это реально работает. Средина. Средина. Ну вот, наверное, идеальный средина. Ну, можно и быстрый, ты можешь вот переключить передачу, повышенную, пониженную сделать, вообще идеально, классно работает. То бывает, есть в приложениях такое, ну, скорость меняешь, а не замечаешь практически. Для точной подстройки, конечно, идеальный вариант это медленный. Звук вы слышите, выключаю по приближению. А, вот так, кликаю на единичку, вызываю зум. Давайте посмотрим, что мы получаем. Цифровое зумирование плавное, это не оптика. Вы можете там в отзывах читать, что типа оптический зум, там 10 оптического, а все остальное типа цифровой. Тут все цифра. С потерей качества вот идет до следующего объектива качество теряется, потом на каком-то моменте вот произошло переключение и картинка с другого объектива изначально получается очень таки классная, четкая. В дальнейшем приближении опять идет цифра, цифровое зумирование, потеря качества и опять переключение вот произошло. Видно, что другой объектив уже снимает, другая матрица. И опять пошло. Но я вам скажу, что для цифрового вот этого вот гибридного зумирования в итоге мы получаем неплохую качественную картинку. Это еще 16 получилось. 16. Давайте далее. Ну, до 20 здесь фигня осталась. Но на максимуме вы видите, что сыпется картинка и не совсем качество. Но за такую стоимость эта камера не 200 баксов стоит и не 100 баксов. Поэтому вполне таки нормальный цифровой зум. Трясется картинка из-за того, что я временно плохо закрепил камеру. Хорошо закрепите. Это от ветра даже вот на максимальном зуме такое происходит. Видно, что потряхивает картинка.
Это не проблема в камере. Ну вот видите, как оно происходит. На каких-то моментах картинка откровенно плохая, потом переключением на другой объектив она становится лучше. Так, а если скрыть и эти? Не, ну тут как-то возможно и поскрывать, и вот эти значки, то есть камеры другие поубирать. Вот здесь куча моментов, вот. То есть ты получил одну камеру. Резко, если взять. Тапнуть. Ну, она плавно, видите? Прикольно, плавно получается. Вот на 16, мне кажется, вообще, на сколько метров, ну, пишет он 100 метров, но это не 100 метров, у меня вот это расстояние, наверное, метров, я не знаю, метров 30. Кому нужна камера с приближением, то это ваш вариант. Из дешевых, с хорошим зумом. Цифровым, но хорошим. Можно вот такой просмотр ввести. Будет еще одна камера у тебя на приложении, она сюда добавится в пустое окно. То есть в режиме видеорегистратора. Все через P2P это работает, через облако. Все бесплатно, но вот один момент, если ты хочешь получить большую аналитику, там по автомобилям, по животным, тебе нужно активировать облако, то есть хранилище активировать. И тогда к тебе подтянутся эти функции. Там зайди, посмотри, недорого. Вот неактивное облако внизу. Кликаешь и посмотришь там и цену, и все. А если не активируешь, просто не хранишь, не получаешь тех функций дополнительных по аналитике. Просто пользуешься камерой вот как есть бесплатно. Внизу все основные значки. Зайти на карту памяти, облако, наклон, понятно, управление камерой, разговаривать, активировать в динамик, можно передавать фразы. Вот видите, какая машина приближенная на верхней камере изначально и на нижних. То есть, ну, имеется в виду на верхних. Здесь просто расположение по приложению такое. Но я вам скажу, что картинка классная. И именно объективы подобраны отлично в данном случае. Широкоугольные вверху и дальнобойные внизу. Суперово. Несколько экранов. Вот так можно еще смотреть. Прицелами перенаправлять. Ну, нормально. Источник вот меняешь, экраны. Просмотры. Захватить, сделать фото. Сохранено в альбоме. И кажется, там 3 фотографии отдельно сохраняются. Также видео включить. Это не на карту памяти, а включить запись на папку смартфона. И также, кажется, пишется 3 картинки отдельно. Поэтому вот включил, написал. И потому что занимает память смартфона. Сопоставление линз. Именно то, что я вам показывал. Слежение также есть. Перезагрузка. Сирена. Включить сирену в динамике на какое-то время небольшое. Ночное видение. 3 ночных режима. Сортировка значков. Что сделать? Поменять местами, какие-то другие добавить. Давайте по настройкам. Важные моменты. Это тревога. По человеку здесь тебя на облако начнет бросать. Богатые уведомления. Также при облаке подписывайся, видите. Там будешь получать отдельно по животным, по машинам. С картинками. Сигнал тревоги это из динамика звучания. И сигнальная лампа это мигалка. По человеку поставишь, будет по человеку это все работать. Поделиться устройством. На 5 человек можешь поделиться. Видео. 3 ночных режима. Оптимизация подсветки, вращение видео. Что-то есть еще. Почасовой источник. Умный режим, красочный, черно-белый. По ночным режимам. Звук. Микрофон выключить, включить. Динамика, громкость. Облако, понятно. Сопоставить 2 объектива, понятно. Индикатор состояния и зеленый светодиод. При том, когда камера работает, мигает. Ну и красный там, когда добавляешь. Можно выключить. Какое-то фоновое подавление есть, можно прочитать, что означает. Синхронизировать часовой пояс, язык не ищите. Из понятных только английский. Есть карта памяти, здесь важно, карта памяти включена. По расписанию запись можно поставить, там днем пишешь, ночью нет, или же круглосуточно по умолчанию. Режим хранения и что писать тебе. Непрерывное хранение или же по тревоге. Вот именно здесь ты выбираешь и качество. Хорошее качество и низкое качество, но больше места будет
сохраняться на карте памяти. И тут же теперь опять облако тебе хочешь дублировать на облако. И форматирование карты памяти. Обновление прошивки — это она. Можешь зайти, там будет новое, обновишь. Перезагрузить устройство, удалить устройство. Все просто. Переназвать. Заходишь на пруд вверху, управление функциями устройства. Вся там информация по Wi-Fi, внутренний IP-адрес. Все там есть. Я включил автоматическую калибровку. Перезагружалась камера. И сейчас вот выдала две картинки. Проверьте, соответствует ли отмеченная точка на картинке А с точкой на C1. Соответствует или нет. Ну да, да. Чуть-чуть нет, но ну да. Думаю, что да. Отлично. Автоматической раньше не было. Надо было вручную. Хочешь более корректно, ну может что-то тебе не понравилось, то можно переделать вручную. Выхожу и слежение. Тут же можно зайти и поставить. Но лучше, наверное, слежение поставить, когда ты камеру направишь в то место, в которое хочешь, чтобы она вернулась. Включите отслеживание, вам нужно знать. Выставляю поворотную камеру в то место, куда хочу, чтобы она возвращалась после слежения. И включаю потом слежение. Тут не надо никаких и купола, и включил все на свете. То есть получается, вон она и за автомобилями следит, и вот зовет ее правая камера. Она повернулась туда, посмотрела. То есть тут надо выбирать, потому что могут верхние камеры, конечно, ее гонять туда-сюда. Если много движений будет, то будет она гоняться, крутиться часто. Что не происходит, вон вверху подписи есть на картинке, что делает камера. Там возвращается после слежения. Зум не задействован при этом. Зовет, да, зовут верхние камеры по человеку. Вот идет определение человека, его выделение и слежение за ним. И это я зашел вот именно в аналитику через облако попробовать сейчас. И вот внизу есть кнопка «Подпишись сейчас». Ну и тогда это будет вот так работать. Ну, далеко она видит его. Далеко она следит за ним, то есть чувствительность по определению хорошая. И верхние камеры также задействованы в этом моменте будут. Ну, нормально, но нужно вот подписаться на облако. Такой вот ход. Ну, люди пользуются, говорят, жалоб не было. Ну и я вижу, что работает оно адекватно. И это по людям. А если будешь без подписки работать, то понятно, что оно будет за всем подряд шуровать. Вот внизу попробуйте это. Сделал я калибровку, и давайте посмотрим. Вызываю я мишень вот на этой камере и перенаправляю туда. И вот эта камера шустро поворачивается и выбирает эту точку. Нижнюю камеру беру, хочу посмотреть далеко, например, хочу посмотреть туда. Эту камеру я быстро туда перенаправляю, одновременно вызываю зум и беру атакую на 10 крат. Ну, отлично. Отлично. Такая тебе вот, ну, отлично, отлично вообще. В мелких деталях не разберешь, там объявление на столбе далеко не прочитаешь. Но что-то приблизить с высоты, там, с балкона, с 5-го, с 6-го, с 7-го, с 10-го этажа. Также это возможно будет, свой автомобиль ты сможешь приблизить, и будет камера его писать, а эти камеры будут верхние писать общий вид, там, туда-туда, весь двор будут захватывать. Ну, я считаю, что это очень классно. Опять раз ее туда, на соседей. Раз, и вот 14, наверное, самый. Вот такой вот зум. Или 20. Ну, как по мне, то отлично это работает. Задумка неплохая и работа неплохая. Плюс еще, если активируешь облако, там абонплата небольшая совсем, но кому нужно в полной мере получать от этой камеры все, от этой системы и с аналитикой со всей, то активируй и пользуйся на здоровье. Верхняя камера имеет
фотоэлемент, который управляет всеми камерами по ночным режимам, переводит камеры в черно-белый режим. Вот отворачиваю я нижнюю камеру от габаритов стоящего автомобиля, от фонарей уличного освещения. И камеры все перешли в черно-белое изображение, то есть ночной режим активирован. Стоит ночной режим, ночное видение внизу, кликаем быстрые значки. В самом низу черно-белый с автоматическим включением ИК светодиодов ночной подсветки, которые мы можем выключить. Вот сейчас без светодиодов инфракрасных. Хорошие светочувствительные матрицы установлены, хорошие объективы. То есть камера даже в цветном режиме, в ночном, отлично справляется. Со смартфона вообще картинка бомба. Даже можно приблизить, прочитать номера автомобиля, заглянуть вот внутрь, чем человек там занимается. Нижняя камера мне очень понравилась. Зум у нее просто классный. За ее стоимость, вот этот цифровой гибридный зум, это не оптический, с потерей качества, но вполне отлично. Вот именно 3 объектива первый раз я тестирую в гибридном зуме. Отлично справляется. То есть камеру я могу вам посоветовать. Верхние камеры вот также имеют хорошую картинку. Смотрите, даже без ИК светодиодов все это работает отлично. Добавляем ИК светодиоды, видно, как осветляется картинка. В полной темноте камера также будет отлично работать. Помогает. Нижняя камера подсвечивает, сейчас посередине она повернута, подсвечивает 2 боковым, также картинку немного улучшает. Вот перешла, свет автомобиля посветил на фотоэлемент, и камера перешла опять в цветной режим, в дневной режим. Хватает ей этого освещения. Давайте уже тогда и дозумируем людей. Ну, отлично, отлично. Зум, ну, просто удивляет. Не оптический, но вот даже на плохо освещенной территории, смотрите, даже можно прочитать вон на знаках буквы И. Черты лица распознать даже можно у человека. Суперово, просто супер. Додумались вот такое сделать, и у них получилось. Очень удобно перемещать камеру в таком вот режиме. Просто супер. Удобство, конечно, на высшем уровне. По цели ставишь, и камера быстро туда поворачивается. Скорость, кстати, зависит также. Хочешь медленнее поставить, хочешь быстрее. Что еще понравилось? Белые светодиоды очень яркие. Вот белые светодиоды в нижней камере просто как прожектор светят. Очень мощно, и, наверное, до 30 метров хватит точно их свечения. Перенаправил камеру, и теперь смотрите по ИК светодиодам, что получается при приближении, как в хорошей камере, та, что идет с оптическим зумом, дорогая, что мы получаем. Смотрите, при зумировании на какой-то стадии активируется, вот в нижней камере это видно сейчас, активируются дальнобойные ИК светодиоды. То есть что-то есть наподобие лазерных. Смотрите. И чем ты ближе зумируешь, тем этот луч уменьшается, но становится длиннее. И вот на самом большом зуме у тебя хватает подсветки. То есть это реально дальнобойная камера с зумированием. Ну, на какое расстояние? Ну, я думаю, наверное, метров на 50, а может и больше ночью. Смотрите, вот как меняется именно ИК подсветка. Статическая правая камера внизу, которая нам это показывает. Суперово. Отличный вариант. Вообще как бы без вопросов. Могу посоветовать за такую стоимость. Заходите на SmartHat. Такая камера есть в Украине уже. Вот это именно, которую я проверял, вам показываю. Еще другие камеры. И на AliExpress. Также заходи, сейчас там акция. Заказывай, я думаю, что не пожалеешь. Отличный вариант. Что надо? 3 камеры в одной, плюс одна еще и дальнобойная с возможностью приближения просто на огромное расстояние.